В маленьком провинциальном городке, где по утрам над крышами домов поднимается густой туман, а старые часы на ратуше всегда спешат на 7 минут, жила 5-летняя девочка по имени Лиза. Она обитала в своем небольшом, но уютном деревянном доме на окраине города вместе со своей мамой Анной. Этот дом, несмотря на свою старинную прелесть, имел не самый лучший вид. Пол в нем поскрипывал от каждого шага, а ковер, вытертый временем, напоминал о былых днях. Окна отражали не что иное, как высокие деревья, уходящие в небо, создавая ощущение, что они живут в неком уединенном мире. Отец Лизы, добрый и заботливый Павел, пропал без вести 2 месяца назад, оставив семью в состоянии неопределенности и горя. Он ушел утром на работу, как обычно, но в этот раз так и не вернулся. Сначала близкие думали, что, возможно, произошла авария, но затем стали предполагать, что он мог уехать. Но его машина по-прежнему стояла у дома, а телефон был выключен, что только усугубляло и без того тревожную атмосферу. Мама Лизы, Анна, долго плакала, но вскоре слезы у нее высохли. Она решила не обсуждать произошедшее с дочкой, просто замолчала и старалась держать себя в руках. Иногда по ночам Лиза, укрывшись в своей постели, слышала, как мама сидит на кухне, неподвижная и потерянная в своих размышлениях. Лишь чайник изредка снова шипел, наполняя воздух своим знакомым звуком. Лиза тоже сильно скучала по папе. Она любила вечера, когда он сидел рядом с ней, читал книжки и делал смешные голоса для разных персонажей. Его голос всегда напоминал ей о тепле и любви. Он пах бензином, мятой и чем-то очень родным, что создавалось только в их доме. Но сейчас в комнате было тихо, только эхо воспоминаний о былых временах мучило ее маленькое сердце. Однажды, спустя 2 недели после того, как в доме стало совсем тихо, Лиза подошла к маме и спокойно, но уверенно сказала: «Мама, папа не умер, он под полом». Анна замерла. Она оторвала взгляд от чашки чая и в замешательстве посмотрела на дочку, не понимая, что происходит. «Что ты сказала?» — спросила она с недоумением. «Я слышу», — спокойно ответила Лиза. «Он зовет». Анна, обескураженная, пыталась понять, о чем говорит ее дочка. «Каждую ночь?» — спросила она с тревогой в голосе. «Шепчет», — подтвердила Лиза. «Я сначала боялась, а теперь нет». Он говорит: «Лиза, помоги». Мама попыталась улыбнуться, но у нее не получилось. Улыбка застыла на губах, так и не поднявшись до глаз. «Это просто сон, Лизонька. Ты скучаешь по папе, вот и кажется», — произнесла она, пряча свои внутренние переживания. Лиза молча кивнула, не желая спорить с мамой, но каждую ночь под утро она вставала с кровати, босиком подходила к старому ковру в углу комнаты и садилась прямо на пол, прислушиваясь к тому, что звучало в ее голове. Как будто звуки шептали ей о чем-то важном. Анна сначала думала, что со временем эта детская фантазия пройдет. Стресс, непонимание, детская психология – все это, конечно, может вызвать подобные мысленные образы. Однако Лиза не переставала это делать. Она продолжала встречаться с вечерами, провещивая свои мысли тишине. Она садилась под окном и впитывала в себя вечернее спокойствие, ожидая знака. Спустя несколько дней, когда тишина становилась все более необъяснимой, она решилась наконец поделиться своим секретом с соседкой, а потом и полицейским, который снова приходил с вопросами о пропаже Павла. Лиза произнесла это тихо и спокойно, словно это было самое обычное. Она уверена, что слышит голос из-под пола. Полицейский, знакомый семьи по имени Игорь, только нахмурился. Он изучающе посмотрел на девочку, потом на ковер, а затем снова на Анну, которая стала выглядеть еще более взволнованной. «Может, просто проверить», — предложил он. Анна кивнула, хотя внутри ее терзала безнадежность.
Она просто хотела закончить разговор и не погружаться в многоярусные сложности, которые обволакивали их все с каждым днем. Когда полицейские пришли утром с инструментами, чтобы провести исследование, Лиза уже сидела на своем привычном месте, словно ожидала их прихода. Она даже не удивилась, когда подняли ковер. Под ним, как и ожидала, оказался старый деревянный люк. Он был пыльным, почти незаметным, с тонкой петлей вместо ручки, едва заметной, как будто ее раньше совсем не замечали. «Вы знали о нем?» — спросил Игорь у Анны. «Нет, я даже не замечала его», — ответила она. В ее голосе звучало удивление и страх. Люк скрипнул, когда полицейские открыли его, и из темноты повеяло сыростью. Это был вряд ли загадочный подвал, о котором рассказывали так много легенд. «В таких домах бывает», — сказал кто-то из полицейских, стараясь успокоить не только Анну, но и себя. Они спустились вниз. Там было темно, холодно и пахло гнилью, будто время не покидало это место. Один из сотрудников включил фонарик, затем другой. Минуту спустя в воздухе послышался вскидок. Игорь позвал: «Анна, выйдите, пожалуйста, с ребенком». Анна побледнела. В этот момент вся та жуткая атмосфера обрушилась на нее с новой силой. Она уже знала, что может встретить свое худшее опасение. Где-то внутри себя она уже знала, что, скорее всего, Павел лежит на полу старого подвала, истощенный, еле живой, но все еще живой. Его руки были связаны, рот заклеен. Он не мог ни кричать, ни звать на помощь, только стонать и иногда шептать о том, как он страдал вдали от семьи. Когда медики увезли его в больницу, никто не знал, как он смог выжить в таких страшных условиях так долго. В подполе они нашли следы еды, старые банки, воду, спальные мешки, камеру и диктофон, которые, как потом оказалось, помогли следствию восстановить события тех ужасных дней. Полицейские не спали всю ночь, просматривая записи, и то, что они увидели, было ужасным. Записи свидетельствовали о том, что Павел не уехал, его похитили. Кто-то из тех, кого он знал, кто-то, кто хорошо знал дом, смог самовольно проникнуть в их жизнь. Этот кто-то понимал, что под полом лежит старый подвал, и открыл его, чтобы закончить с Павлом раз и навсегда, желая вернуть своим путем спокойствие в уму. Через неделю поймали соседку. Того самого тихого, добродушного мужчину, который всегда держал газету в руках. Его доброта лучилась из всех его действий, и он часто приходил на помощь, особенно когда Павел исчез. Он приносил Лизе конфеты, угощал ее, старался поддерживать, но оказалось, что на самом деле он был одержим Анной. Много лет он вынашивал эту тайную страсть. Он считал, что если Павла не станет, все изменится. Но он не учел одного — Лизу, ее мечты и привязанность к папе. Павел долго приходил в себя после всех страданий, которые он перенес. Врачи лишь удивлялись, как он смог выжить, и говорили: «Это чудо». Он выжил благодаря сильной воле и, возможно, благодаря голосу, который говорил с ним, поднимая его дух. «Я не знаю», — говорил он шепотом, — «слышал ли я ее на самом деле или просто знал, что она рядом. Но каждый вечер я чувствовал, как она сидит надо мной, прямо над досками, как будто просто ждала, когда я смогу вернуться к ней. Это было то, что держало меня живым, и это было важно». Анна плакала, но сейчас от счастья. Она нежно держала его за руку, а Лиза сидела рядом и рисовала. Тем временем на бумаге появлялись дом, солнце и 3 фигуры. Мама, папа и она, все 3 держатся за руки. Это было таким трогательным и красивым образом, что даже во время слушания показаний в полицейском участке эта картина оставалась в их сердцах. Весной они решили переехать. Дом был продан, ведь в снах и воспоминаниях о нем было слишком много боли. Теперь они жили в новой квартире, светлой и просторной, полной света, но при этом совершенно без скрипов, без старых тайн и мрачных ощущений.
Тем не менее, несмотря на все это, по вечерам Лиза по-прежнему садилась на пол. Иногда это происходило просто так, будто из привычки, и она ждала знаков, что все будет хорошо. Однажды, увидев это, Павел, улыбаясь, наклонился и спросил ее: «Ты кого-то ждешь?» Лиза кивнула, ее глаза светились, но при этом на лице было много воспоминаний. «Просто приятель, просто жду тишину», — ответила она, и в ее словах звучала не только тоска, но и понимание того, что в жизни тишина обретает особую ценность.